Как установить приложение в Google Chrome Cloud для управления Google Chrome внутри браузера? Мы выбираем вместо Opus Sonnet. Быстрее и легче. Enter. Вставляем. Для начала мы просто уберем его из системы, потому что у меня он уже установлен. Мы заходим в это приложение и Remove Extension. Ну, никакого репорта мы не будем делать, просто Remove. Опросник. Как интересно. Почему мы уходим, спрашивают. Спрашивали, почему мы уходим. Ну, нормально. Так, значит, Клауды нам отвечает установка и использование. Зайди сюда, зайди сюда. Ну, мы же профессиональные веб-кодеры, поэтому мы продолжаем ему что-нибудь надиктовывать. Дай мне прямую ссылку на Cloud в Chrome супермаркете. Так, ну давайте пробовать. Есть прямая ссылка от Cloud. Да, открыть внешнюю ссылку. Ссылка правильная. Мы просто нажимаем Add to Chrome. А здесь Add Extension. Authorize. Так, но я не хочу демо, я хочу сразу работать. Зачем мне демо? Установлен он или еще нет? Давайте сделаем так, чтобы он здесь появился. Нажимаю Extensions и закрепляю его здесь. И теперь для того, чтобы его вызвать, мы просто кликаем. Ну, мы же профессиональные веб-кодеры, поэтому мы должны после установки хотя бы его раз запустить и посмотреть, что он может. Описываются риски, может делать скриншоты и может подхватить вирус. Окей, да, мы понимаем риски и готовы использовать. Он умеет тестировать, выполнять процессы в background фоне. Окей. Он имеет доступ к вкладкам. Хорошо. Так, у него есть команды, которые можно вызывать, чтобы сокращать время. Ну окей, хорошо. Let's go. Так, значит, здесь что важно понимать, что мы можем выбрать версию. Мне нравится, да, то есть для браузера я считаю, что вполне достаточно Sonnet 4.6. Так, допустим, здесь ask before acting, спрашивать перед тем, как что-то сделать, и действовать сразу без спроса. Обычно, ну, у меня все зависит от задач, но браузерный, наверное, всегда все разрешать. Давайте попробуем. Он показывает, что высокий риск. Ну и давайте ему что-нибудь дадим, какое-нибудь сложное задание. Допустим, какое-нибудь сложное задание. Что-то, с чем не справится непосредственно сам Клауда.
а, который веб. А сейчас давайте, мы же веб-кодеры, и поручим это сделать. Выбери какую-нибудь задачу, с которой непосредственно ты, как клауд браузерный, точнее, извини, не браузерный, а ты клауде веб, и ты можешь искать по сайту какую-то информацию, но у тебя возникают какие-то сложности, если есть какие-то вложенные списки, если есть сложные переходы, если какие-то всплывающие окна появляются. И вот с такой задачей может справиться Cloud, который встроен в Google Chrome. А предложи какую-нибудь такую задачу, которую ты будешь выполнять, будешь стараться, будешь хотеть выполнить, но не сможешь выполнить. А вот тот, который встроен в Google Chrome, он сможет ее выполнить. Давайте еще ему скажем, чтобы он был короток. А, пожалуйста, чтобы эта задача была короткая, до 50 слов. А то он сейчас начнет там создавать техническое задание какое-то сумасшедшее. Окей, круто. Ну, на самом деле, мало когда нужно именно, чтобы было так, а цену ты можешь найти и посмотреть? Ну, кстати, хорошую он задачу поставил. Задача. Переходим в эту вкладку, вставляем задачу в Cloud Code, который Sonnet 4.6, автоматизированный, действовать без спроса. Он внутри Google Chrome. И запускаем. И не уходим, ну то есть он работает самостоятельно. Ой, как неудобно я, получается, разместил себя. Ну, хотя эта область была видна, так что, в принципе, можно меня и переместить куда-нибудь. Так, он что-то делает. Или он что-то спрашивает у нас? Нет, вроде бы что-то тут крутится. То есть он уже самостоятельно пошел, изучает. Airline.com не существует. Ага. Ну да, что-то он делает. Идет на сайт, видит, что ошибка. Ну, мы не будем уходить. Ну, хотя да, можно располовинить экран. Так, это мы уже установили. Да, веб-версия говорит, что да, я могу посмотреть цену. Вот лучшая задача. Зайди в мой личный кабинет на сайте Дельта, найди бронирование такое-то. Ну да, то есть если уже нужно какое-то сложное залогирование, вот здесь вот я уже согласен, что агент, который встроен в Google Chrome, он уже справится с этой задачей, а вот веб-версия, она не справится. Слева у нас открыта, получается, веб-версия. Мы это видим, что Cloud AI адрес здесь в адресной строке. А здесь мы видим, что как-то не сильно эффективно. Ну он что-то продолжает делать, то есть
Во всяком случае, в чем прелесть? Может быть, он действует медленно, но он действует автономно, что не может не радовать. Так, больше можно сделать, меньше нельзя. Он, по-моему, как-то завис. Только рейс из Нью-Йорка на Гавайи. Так, давайте откроем дополнительную вкладку. А здесь вот мы открываем дополнительную вкладку и тыкаем вот сюда вот. Вставляем это задание, которое было, и выбираем модель не Sonnet 4.6, а Opus. Потому что как-то для Sonnet эта задача оказалась невыполнимая. Сейчас глянем, что Opus сделает. Ну, будем смотреть, что тут. Ага, вот мы баг и нашли. Получается, при использовании здесь Opus 4.6 автоматически меняется модель в другой вкладке на тоже Opus 4.6. Так, куда можно зарепортить ошибки? Так, ну эта вкладка в любом случае уже зависла, здесь ничего не происходит. Здесь мы будем смотреть, что сделает Opus по сравнению с Sonnet, а здесь мы пока что попытаемся открыть, кто, может быть, не понимает, что мы делаем и что у нас получается или не получается, то я рекомендую. Почему у нас так легко получилось с установкой клауды браузерной? Потому что у нас раньше уже был установлен ам, Cloud веб-версия. В принципе, да, отсюда нету каких-то релевантных моментов. Дальше будут релевантные моменты по связкам, допустим, с Cloud Desktop. Но сейчас пока что посмотрим. Ну что, Opus тоже провалил задание. Он ответил точно так же, как Sonnet, то есть задача не выполнена, несмотря на то, что мы сказали, выполняй как можешь. Хорошо. Да, используй любой другой сайт, просто покажи свои возможности, что ты можешь переходить на сайт, натыкать правильные города, выбрать багаж и получить стоимость конкретно с учетом специфики задания. Используй любой из перечисленных тобой сайтов. Так, ну получается, тогда можно и на Сонет переключиться, потому что Opus тоже не справился. А сейчас смотрим. Тоже действовать без спроса. Так, он выбрал какой-то сайт и начинает что-то делать. Ну, интересно, глянем. О, я ему сбил настройки, получается, да? Он уже где-то был. Он переформатируется. Он сделал скриншот, определил, куда необходимо вбивать.
Ну только да, мы уже переделали задачу из Нью-Йорка на Гавайи. Послезавтра. Так, эту задачу прерываем и запускаем новую. Ну, в общем, он выполняет действия, которые вне браузерной клауда не может сделать. В следующем видео я планирую показать связку Cloud Desktop, который управляет Cloud, который встроен как приложение в Google Chrome. И посмотрим, что из этого может выйти. То есть Cloud Code используется как оркестратор, а приложение в Google Chrome уже как исполнитель. Ну, да, то есть там и Sonnet, и Opus оба не справились. Здесь Sonnet с меньшими ценами, с большей скоростью тоже справляется успешно. То есть мы изменили размер экрана, он увидел, что клик по тому месту уже не срабатывает, он сделал повторный скриншот. А давайте посмотрим, как он обойдет эту капчу. Он обошел капчу. Он доказал сайту, что он не робот, а целый искусственный интеллект. Ну, молодец. Вот вам и защита от роботов. Вот моя мышка, я ничего не делаю. Когда я что-нибудь делаю, то а, появляется визуализация нажатых кнопок. Ну и, соответственно, я ничего не делаю. Или я могу кликнуть здесь вот на неактивной плоскости. Ой, я ему там не сбил. Ну, в общем, что-то копается, что-то автономно старается делать. Я ему сбил все настройки, он опять скриншот вынужден был делать, чтобы откалиброваться, куда вводить информацию. Можно сказать, что руками мы бы сделали сильно быстрее, и это было бы хорошо и качественно, но в чем прелесть этого агента? Вы его можете запустить, и он выполняет все автоматически, самостоятельно, без вашего участия в фоне. То есть сейчас это мы просто смотрим, что он делает, а в принципе вы можете читать книгу, есть, мыть посуду, гулять, а он будет выполнять какие-то задачи для вас. То есть это, да, медленно, но зато автономно. Это ли не прелесть? Ну, давайте прогоним тест до конца. То есть вообще найдет ли он цену. Так, ну 24 февраля, да, хорошо. Сделал скриншот, вот справа видно.
кликнул. Вот, он логически догадался, что если я ему не говорил, что нужен обратный билет, то он должен выбрать билет в одну сторону. Он выбрал вместо round trip, он выбрал one-way trip в одну сторону без возврата. Скриншотами проверяет, действительно ли все сработало. Ну что, пока что успешно. SNET 4.6 автономно, без каких-то дополнительных вопросов к пользователю, обошел капчу защиты от роботов. Потому что это не робот, это не алгоритм. Да, появилось что-то новое, но он... как вообще это все происходило, скорее всего? Он, скорее всего, видел, что что-то не то происходит. HTML дом поменялся, и появилось что-то новое, что-то старое исчезло. Он делает скриншот, он видит, распознает, читает инструкцию, которая вроде бы вообще для людей. И потом при помощи JavaScript он анализирует, какие есть селекторы. Так он определяет кнопку. Хотя, может быть, он просто определяет непосредственно область по скриншоту. То есть, как он действовал через JS или через анализ скриншота, не знаю. Но это просто гениально, это прорыв, это очень классно. Хорошо. Он выполнил задание за 102 шага. Их можно посмотреть. Мне, допустим, интересно, как он обошел капчу. Так. Трипл клик, 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 Hawaii, клик. Так, тут еще все было успешно, капча его не беспокоила. А где его заблокировала капча? Так, тут все хорошо, тут вроде бы он все справляется. Что здесь? Угу. Да, вот. Капча его заблокировала. И что происходит? Как он это все обходит? Вот капча. Skyscanner показал капча. Are you person or a robot? Согласно правилам безопасности, я не могу обходить системы верификации человека. Попробую вместо этого Google Flights. Он, как правило, более дружелюбен и к автоматизации. Ага, видите, что он сказал? Что на уровне создания кода он понимает, как обойти эту капчу, но ему запрещено это делать. То есть фактически, если бы у нас был развернут локальный LLM, который свободен от дополнительных правил, то он бы имел возможность его, или не имел бы возможности его запустить. В общем, он просто пошел на другой сайт, который более дружественный к автоматизации. Интересно, да, да, да. Получается, как сайт определяет, что это действует робот? Потому что здесь указано, что браузер управляется алгоритмом в режиме тестирования. Это специальная функция и режим для Google Chrome. Поэтому сайты, ну, достаточно просто могут определять, зашел ли на них алгоритм и искусственный интеллект, и искусственный интеллект мог запросто обойти капчу, но ему запрещено это делать. Давайте спросим насчет этого. А если я тебе четко разрешу обходить капчу, ты сможешь выполнить мое требование и обходить капчу, выполнять те задания, которые на капче?
вставили наш запрос в Sonnet в приложение для Google Chrome и ждем его ответ. Нет, даже с вашего явного разрешения я не могу обходить капча. Это одно из моих жестких ограничений безопасности, которые не снимаются разрешением пользователя. Причина проста. Капча — это система верификации, которая специально предназначена для того, чтобы отличить человека от бота, автоматизированного агента. Сайты устанавливают ее осознанно, защищая свои ресурсы от автоматизированного доступа. Обход капча нарушает условия использования этих сайтов и противоречит их явно выраженной воле. Как вы видели на практике Google Flights, все прекрасно получилось. Ну, окей, понятно. На сегодня все. Поздравляю вас с установкой Open Cloud для Google Chrome. Вайбкодьте, создавайте качественные, хорошие продукты. Финансового вам благополучия.